На этот раз вместо типичного обновления после мажора разработчики решили выкатить достаточно крупное, которое весит почти 2,5 гигабайта. Тут тебе и капсула чемпионов, и даже новенькая медаль 2025 года, включая кое-какие секретики. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Представляю вашему вниманию GiftDrop, где можно отлично провести время, открывая различные кейсы, от обычных до самых уникальных, дабы испытать удачу и получить классные скины. На сайте сейчас проходит ивент, где вы дополнительно можете выиграть скины. А для того, чтобы участвовать, нужно зарабатывать особую валюту, открывая новые тематические кейсы. Помимо этого, на GiftDrop можно один раз за 72 часа крутануть барабан бонусов, где можно получить либо плюс к депозиту или бесплатные прокруты. А еще на сайте также есть и бесплатные кейсы, которые вы можете открыть, если в течение 24 часов пополнили свой кошелек на определенную сумму. А если ты при пополнении еще и используешь мой промокод, то получишь 40% к депозиту. К тому же появился удобный способ пополнения через карту с минимальной суммой в 25 рублей. Так что не теряй времени и переходи по безлимитной ссылке в описании, которая также подарит вам $2 на баланс. Ну что же, предлагаю начать с самого главного и то, что можно пощупать. А это новые наклеечки чемпионов, которые, к моему удивлению, хорошо обыграны. Да, я не раз возмущался, что они тупо берут и к стандартному дизайну прибавляют приписку чемпионы. В целом ситуация схожа, вот только обыграно это намного лучше, чем на предыдущих турнирах, из-за чего наклейки в этот раз выглядят целыми, что ли, в отличие от оригинальных, поэтому я приятно удивлен. Также в связи с окончанием турнира наконец-таки добавили всю информацию о чемпионах во вкладке «Смотреть». И вдобавок прописали все имена финалистов и опять же чемпионов на новеньких трофеях победителей. Да, к сожалению, как и предполагалось, трофей все тот же, как и на прошлом мейджоре. Хотя, я думаю, все и так об этом догадывались. Правда, пока неизвестно, получили ли его уже в инвентарь киберкотлеты. Ну а помимо турнирных предметов, разработчики заранее добавили в игру медаль за 2025 год. И тут, ребята, как обычно, дизайн на высоте. Красота годовых медалей просто неописуема. И с каждой медалью они только повышают планку. И это единственное, за что разработчиков невозможно критиковать. В основном все по стандарту. Уровней у медалей все так же 6, от белой до красной. Но есть маленький нюанс. Хоть разработчики и добавили все, что нужно для медали, а это модельку и иконки, однако в этот раз ее почему-то не прописали в Config Items Games. А значит, формально она никак сейчас не используется в игре. Поэтому в ближайшее время будет еще одно обновление, которое исправит эту проблему. Иначе просто 1 января по Гринвичу никто бы не смог получить новенькую медаль. Ну а теперь же переходим к технической части и параллельно секретикам. Разработчики решили улучшить анимацию осмотра у всех оружий, благодаря чему вдруг неожиданно у калаша появилась новая дополнительная анимация осмотра, которая, между прочим, неплохо так смотрится, но с ней будто бы что-то не так. Но, увы, видимо, либо из-за ошибки, либо это только у меня с этим проблема, но вторая анимация у дигла перестала воспроизводиться, или же ей сократили возможность выпада. Однако, по ходу дела, вторую анимацию они не собирались удалять, а лишь подкорректировать. Но это, понятное дело, предположение, так как саму анимацию слегка урезали, хотя и оригинальную тоже оставили в файлах. Так что, скорее всего, придется ждать следующего обновления, чтобы ситуация хоть как-то прояснилась. Также, исходя из изменений в анимграфе, разработчики хотят добавить чуть больше анимации от первого лица. В основном это касается поднятия оружия. Ну а конкретно воспроизведение новых анимаций, когда вы подбираете оружие в воздухе от тиммейта. Далее, конкретно по списку изменений, добавили возможность загружать свои инструкции по раскидкам гранат в мастерскую. Также теперь при выборе карты можно подгружать их в игру. Ну а места инструктажа теперь видны на радаре. Далее скорректировали порог для отображения о смерти, где атакующий был ослеплен. То есть по плану теперь, если вы убиваете кого-то, будучи ослепленным, но уже прошло достаточно
достаточно времени. Иконка о том, что вы убили врага слепым, появляться не будет. Далее, при смене команды во время разминки с игрока больше не будет падать оружие. Имеется в виду тот момент, когда игрок исчезает при смене команды и весь его дроп падал. Ну а также ввели 2-секундное ограничение на возможность смены команд. Также добавили различные серверные команды, которые контролируют дроп у игроков. А еще при использовании команды GIF, которая при включенном SVCheats дает возможность взять различные предметы и оружие, будет давать его сразу в руки, при этом выбрасывая старое оружие на землю. А не как раньше у вас при занятом слоте оставалось старое оружие, а новое падало в ноги. Ну а далее добавили параметр предпочтения использования ядер процессора для настройки производительности и улучшили стабильность игры и обновили карту Train. И на этом пока что у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!